Разбор отрядов – рубрика, которую ждут многие зрители и подписчики канала, значительная часть аудитории которого составляют новые игроки. Поэтому данный выпуск я решил посвятить двум фиольным отрядам, на открытие которых есть квесты у новичков, а именно продвиги, она же восточные пикинеры-гвардейцы, и ВМГшки восточные мечники-гвардейцы. Помимо горизонтов, куда стоит развивать эти отряды, и геймплейных моих подмечалочек, мы с вами обговорим бюджетные сборки трактатов, где их взять, куда качать, ну и все вот это прочее. Вы на канале Лорда Говарда, поехали. Начнем, пожалуй, с продвиги. Несколько сезонов подряд отряд не выходил из меты и был достойным способом борьбы как с пехотой, так и с кавалерией и отдельными юнитами. Сейчас же отряд сильно скорректирован и занимает нижний порог середины играбельности, однако это не мешает брать его в осады на первых порах и совершенствовать свой геймплей. Давайте поговорим о кнопках. Лес копий, который мы уже разбирали в одном из прошлых видео на примере Алибард, можете глянуть на канале, вкратце позволяет посадить отряд на пятую точку, сосредоточив направление урона в определенную сторону, увеличив урон по коням, дающий небольшие стагеры некоторым юнитам противника. Сразу оговорю небольшую особенность. Когда вы прожимаете эту кнопку, отряд будет смотреть в ту сторону, в которую смотрело предыдущее скомандованное вами построение, а не куда смотрит отряд в данный момент. Чтобы перестраховаться, советую перед использованием командовать построение в нужную вам сторону и после этого прожимать лес копий. Как правило, этот скилл используют для того, чтобы подтыкивать врага между использованием второй кнопки – продвижение. По альтернативному названию отряда можно понять, что это основная его способность, и если опустить все тезисы, отряд просто идет заградительной стеной на противника, выставив вперед пики. И тут есть несколько интересных особенностей. Во-первых, попадающие под способность отряда противника ловят эффект сбивания с ног. В игре это, конечно, не самый сильный вид контроля, но все же контроль по достаточно большой области, и многие отряды, не имея резистов к контролю, перманентно падают под этим скиллом. В этом же числе стопится и кавалерия. Во-вторых, один раз в полсекунды способность наносит урон по задетому юниту, а за каждого задетого врага урон от этой способности возрастает с набором 2% и порогом в 16% для одного продвиженца. В-третьих, и урон, и эффект контроля будут проходить и работать только в тушу врага, то есть, чтобы повалить отряд, необходимо для начала сбить его щит, если такой имеется. Благо, у самой продвиги с продвижения достаточно большой урон по щиту, и если выдержит 4-5 секунд, то щиты фиольной эры продвига разобьет сама. Но в замесе это очень долго, поэтому необходимо либо иметь хороший фронтлейн, либо очень внимательно следить за отрядами врага, в частности, состояние его щитов. С открытием мастерства все становится куда интереснее, ведь теперь в состоянии продвижения вы будете ловить неуязвимость после первых 3 тиков урона по врагу с этой способности. Эффект будет считаться для каждого отдельного юнита вашего отряда. Также у вас откроется третья способность в момент продвижения. Это верный удар. Урон верного удара будет зависеть от нанесенного урона продвижением, а сама кнопка позволит для каждого продвиженца выбрать ближайшую к себе цель и направленно впиться в нее. И да, теперь откат продвижения будет сокращаться на 2 секунды за каждого убитого юнита под эффектом этой способности. И тут сразу напрашивается геймплей. Хитрого ничего нет. Чем дольше вы кастуете продвижение и задеваете им врагов, тем быстрее вы ловите неуязвимость, наносите больше урона в секунду с продвижения и позднее верным ударом добиваете с большей эффективностью вражеских юнитов. Что очень удобно, ведь продвижение помимо опрокидывания немного сгребает врагов вперед, а верный удар может нанести урон в кучу, таким образом задев несколько врагов. Конечно, это все в идеальном мире, на практике же нужно учитывать очень много моментов. Например, неуязвимость спадает после прожатия верного удара, и иногда прожатие этой способности наоборот фейлит контроль, учитывая, что верный удар сам по себе наносит урон спустя примерно 1-2 секунды задержки. Рассмотрим на примере ситуации. Вы дали продвижение в УВФ, опрокинув их, и на радостях хотите добить верным ударом. И все бы ничего, вот только крутилка УВФ на вас не работала, пока была неуязвимость. А как только вы прожали верный удар, эта неуязвимость спала, УВФ встают, прожимают крутилку, а продвига испаряется, и таких ситуаций много. Нужно держать в голове, что продвижение действует примерно 8 секунд, и если за это время вы не успеваете прожать верный удар, можете упустить свой фраг и потерять отряд. В конницу же продвижение лучше давать не в лоб, а слегка под углом, чтобы уменьшить зазор между пиками и потери вашего отряда. Также старайтесь не действовать продвигой в одиночку и не инициировать бой, а входить ей в уже идущее столкновение, когда у вас уже есть фронтлейн. В построениях используется шелтрон,
позволяющий дать концентрированное продвижение в узкую область, и развернутый строй, наоборот, для более широкого столкновения. Линия зачастую не используется. Давайте к веткам прокачки. Здесь безоговорочно верхняя ветка по одной простой причине. Плюс одна цель в продвижении, что позволит вам воздействовать на вдвое больше врагов, а следственно набирать и все core-элементы вашей кнопки в 2 раза быстрее, включая неуязвимость и урон. Да и все остальные бусты по этой ветке очень приятны. Трактаты. Здесь я вам очень советую обзавестись трактатом урона отряда любого грейда. Чем больше, тем лучше, конечно. Значение урона по отрядам хоть и приятный элемент, но не является основной причиной его установки. У продвиги 2 типа урона: проникающий скилл, от которого бустит основной урон отряда, и дробящий, по которому идет модификатор урона по щиту. Дробящий тип урона наносится добавочным в продвижении, и чем больше он будет, тем быстрее будут падать щиты противника, и даже небольшой буст по этому типу даст много импакта. А трактат урона отряда как раз немного бустит и проникающий, и дробящий урон в частности, что для этого отряда очень важно. Если нет фиольного аналога, берите синий. Оба вида трактата выпадают при крафте в алхимии. Особенно синий, их там как грязи сыпет. У продвиги довольно мало урона, поэтому основной акцент стоит сделать на него. В этом вам поможет трактат уличный бой, дающий 8% к урону в осадах, ведь вряд ли вы будете использовать отряд на глобалке, и уникальный трактат пикинера. Оба трактата вы сможете найти на 3-й странице посланца славы в сундуке с трактатом на выбор. Но так как за сезон можно взять только один такой сундук, придется заменить один трактат на что-то другое на первое время. И под замену предлагаю выбрать как раз уличный бой, заменив его синим трактатом проникающий удар, который вы также сможете получить на 2-й странице посланца славы из синего ларца. Продвига достаточно дорогой по лидерству юнит, поэтому неплохим решением будет и порезать стоимость путем командира. Этот трактат можно получить из духа трактата за прогресс сезона и при открытии последнего юнита актуального сезона на 5-м его этапе. Способ требует, конечно, большого актива, и вместо этого трактата на первое время можете использовать защитный трактат по дробящему типу, ибо продвига от этого урона страдает. Их можно выбить из алхимии, а также отряд достаточно медленный, поэтому как вариант можете воткнуть и фиольный тапок. Последний же трактат уникальный для продвиги и сокращает кулдаун продвижения. К сожалению, продвига не такой отряд, который способен собирать фраги пачками абсолютно всегда, а кулдаун продвижения уж очень большой. В общем, без него вы будете более скованы. Где ж такой трактат взять? Каждый сезон к его середине начинается событие погони за трактатами, где вы выбиваете уникальные трактаты текущего сезона для новых отрядов, и вам еще дают сундуки с такими же трактатами на выбор для прошедших сезонов. Вот в таком сундуке вы сможете найти этот трактат, включая и такой же уникальный трактат на ВМГшек. И как раз мы переходим к ним. Здесь я сразу обозначу свое субъективное мнение. Когда я был новичком, у меня был выбор между пехотой, и я сделал его в пользу пеших рыцарей, а не ВМГ, и не пожалел. Я знаю, что есть множество людей, которым отряд восточных мечников-гвардейцев нравится, которые могут топить за то, что это чуть ли не топ-1 пехота, но я не из таких. По моему мнению, отряд сильно переоценен, и если проводить аналогию в импакте, та же продвига куда эффективнее, поэтому в видосе для новичков я советовал развивать именно ее из предполагаемых отрядов в обучении. А если отойти от моей предвзятости, то можно сказать, что восточные мечники-гвардейцы хороший фронтлейновый отряд, сочетающий в себе как неплохую защиту, так и способный дать сдачи, что делает его неприятным оппонентом во многих замесах. И именно неприятным, так как отряд был пофикшен и потерял ряд преимуществ, не позволяющих ему войти в топ-1 по фиольной пехоте. Тем не менее, играть им можно, но все по порядку. Сначала о кнопках. Первая — Charge. Натиск, проводимый с набором урона, зависящим от расстояния. Используется для врыва в замес. Не самая эффективная кнопка, как по мне, так как требует тепличных условий, но обладает приятным уроном. И вторая кнопка на Страже Трона. Конечно, белого трона, если быть точнее, так как отряд садится на корточки, прикрываясь щитом. Здесь уже поинтереснее, ведь если учитывать все бафы с мастерством, вы получаете целый ряд плюшек. Давайте остановимся на них. Нужно учитывать, что первых 5 секунд вы получаете неуязвимость к контролю, когда садитесь. Это показано визуально как легкая оранжевая дымка вокруг отряда, и не для всех игроков это очевидно, ведь мы привыкли, что неуязвимость символизируется ярко-желтым бликом на отряде, а тут иначе. Также в этом неуязе вы ловите огромный баф на защиту от натиска, что позволяет переживать без потерь даже самые сильные чарджи кавалерии. Сюда же мы плюс
плюсуем и, в принципе, возрастание защиты от урона спереди. Если уж коротко, вы просто превращаетесь в чертов камень на 5 секунд, рассыпанный по полю боя, ибо через вас будет очень трудно даже пройти. Соответственно, эта же фишка поможет вам и блочить проход вражеским героям, заключая их в своеобразную живую клетку. Плюсом ко всему, урон с атаки отряда в этом положении выше, чем стоя. Получается уже дамажащий камень. При этом, когда вы прожимаете кнопку второй раз, ваш отряд встанет и увеличит скорость движения до ближайшей цели, а атаки небольшое время начнут отталкивать противника, микробаша его. Мастерство также дает и прикольный буст, повышающий урон по рубящему типу на 3 сотни после каждого приказа, а также за каждый по вам удар. Сократит время отката второго скилла, и вкупе мы уже понимаем, что второй скилл — основная кнопка этого отряда, наносящая урон. Теперь о прокачке и трактатах. Имея всего 2 ветки навыков, кто только как мечников не качает. Будучи профаном этого отряда, я влил кучу ресурсов, дабы попробовать их все, включая и билды трактатов, а это на минуточку 8 свитков нового начала или 120 тысяч серебра и 40 воды лотосов. И вот к чему я пришел. Советую вам верхнюю прокачку по 3 основным тейкам, плюс 1 цель, которая работает и на автоатаке, и стоя, и сидя, позволяя бить несколько юнитов одним ударом. Удар щитом, добавляя еще один модификатор стаггера врагу, и ультиматив, меняющий 50 единиц вашей защиты на 100 плюс урона основным атрибутом. Нижняя же ветка при всех своих преимуществах защиты даст вам те же ВМГ под бафом железного здоровья, только без урона. Поэтому лично я считаю это неэффективным. Единственный плюс нижней ветки — открытие более компактного построения стены щитов. Ну вот и думайте. Прокачки 50 на 50 или 30 на 70, то есть остальные вариации, недостаточно хороши на мой счет, из которых я бы посоветовал новичку, не имеющего норм трактатов, погонять следующим образом. Качаете верхнюю ветку до плюс 1 цели, а остальное кидаете вниз, что собственно и выложено в моем канале, где собраны прокачки на все отряды. Это даст нормальную выживаемость и возможность забустить урон трактатами. Как раз о них. Про уникальный трактат по аналогии с продвигой мы уже говорили. Для ВМГ он сократит время отката на Страже Трона аж на 7 секунд. Так же как и на продвиге, урон отряда любого тира, так как у нас все еще есть 2 типа урона: дробящий и рубящий. В довесок, если на продвиге мы бустили основные приросты через уникальный трактат пикинера, здесь в этой роли выступит уникальный трактат пехотинца, выбиваемый все в том же сундуке посланца славы, или рубящий удар из сундука синего грейда у посланца. И 2 последних трактата уже будут ролиться через алхимию или раскопки. Это борьба с пехотой от 2 тира, советую, и железный урон. Он даст прожимаемую кнопку на 12 секунд, увеличивающую вашу защиту и урон. Если их нет, а учитывая их редкость, скорее всего у новичка их не будет, вставляете вместо железного урона защиту от дробящего типа, а вместо борьбы с пехотой урон героя. Они более часто к выпадению. Ну и конечно же геймплей. В основном он сводится к простым до боли элементам. Врывайтесь с натиска, как только в вас начинает тикать урон, садитесь на 2, ждете 5 секунд, прожимаете железный урон, если этот трактат у вас есть, конечно, и встаете. Как только откатилась 2 кнопка, опять садитесь, ждете 5 секунд и встаете. Ну и так пока не закончились либо вы, либо враг. Конечно, совершенствуя свой геймплей, вы поймете, когда что лучше прожимать, в зависимости от ситуации. Все-таки, как по мне, отряды нужно чувствовать, а вот это чувство приходит только с опытом. Я точно не знаю всего обо всех отрядах и делюсь только тем, что подмечаю сам, в надежде, что это вам как-то поможет. А если помогло, ставим лайк и подписываемся на канал. Не забываем спускаться в комментарии и высказывать ваше мнение или оповещать меня об ошибках, если таковые вы найдете. Подписывайтесь на Boosty и следите за Твичом, ведь именно там у вас есть возможность спросить интересующий вас аспект и прямо на трансляции увидеть ответ на ваш вопрос. С вами был Лорд Говард. Покеда.